Здравствуйте! Сегодня 25 июня 2021 года. Вот мы опять в нашем огороде смотрим результат посадки лука в ячейки яичные. Вот смотрим. Травка пробилась кое-где, но не так сильно, как вот дальше, где нет ячеек. Здесь вот прямо видно, что все стоит сплошным ковром. Комары еще кусаются. Фу. А здесь вот, в принципе, можно прополоть быстро очень. Будем копить ячейки, чтобы сделать еще грядки такие. Это очень облегчает работу по прополке. Вот наша дорожка опилками засыпанная. Это мы нынче засыпали слоем сантиметров 15, наверное. Ну вот зловредные сорняки, вьюнки ползут. Вот даже и просянка или овсянка вылезла. Это уже, видимо, сверху семена попали. Вот, дождь у нас шел неделю. Сегодня вот был сильный ливень. Видите, дорожки, вот я наступаю, следа нету даже. Ничего не мажется, никакой грязи не чавкает. Ходить очень приятно. Вот прошлась туда. Вот еще у меня грядка лука заросшая. Там маленько начали пропалывать. Полоть не дает нам дождь. Идет всю неделю с небольшими перерывами. Выйдешь в огород полоть. А тут вместе с травой выдираются большие комья мокрой земли. И грядка оголяется, поэтому лучше подождать, когда немножко просохнет. Вот такой вот уже лук у нас. Здесь были помельче луковицы, посаженные в ячейки. Ну, дорожка не проваливается. За ногами не цепляется. Домой ничего не тащится. Ходить очень удобно. Все пружинит. Ну, вот тут у нас тоже огород. Бутоны набрали, пионы. Скоро будут цвести. Чеснок вырос. Полметра больше, наверное. Клумбочка лысая. Нынче снега было мало. Замерзли хосты, замерзли астильбы. Так бы здесь было бы много чего красивого. Ну вот, все померзло. Вот это у нас тут золотарник. Под ним выросла куча грибов. Это я уже их тяпкой, не глядя, прошла. А вот здесь вот у нас вчера были молоденькие грибы. Вот они. Вот они, какие-то грибы непонятные. Насекомые их едят, растут они как опята из одного места гроздочкой такой. Вот здесь еще это уже старые эти грибы. Здесь тоже были опилки хвойные. Года 2 назад мы их сюда засыпали в дорожку. И вот по краям на грядке выросли какие-то грибы непонятные. Что за грибы, мы не знаем. Похожи на опята, вроде с пеленками. Но страшновато такие грибы, конечно, пробовать. И мы их выбросили. Вот. Ну, все идет своим чередом. Природа берет свое, разгар лета. Дожди все поливают. Там вон вдалеке видно белые цветочки. Это хрен цвел. Мы его нюхали, ходили. Приятно очень пахнет. Медовый запах. В теплицах у нас растут. Здесь вот перчики. Уже 3 перца красных сорвали. Здесь баклажанчики. Чего-то они плохо нынче растут. Зачахли. Промежду них насадила чеснока. Девать некуда было чеснок. И посадили мы его. Здесь вот у нас помидоры растут. Лилии, немножко перца. Вон там лилия расцвела уже. Помидорки завязываются. Вот они уже под потолок выбухали. 2 метра, наверное, ростом. Ну, огурцы нынче плохие. С 3-го захода взошли. Поэтому сидят. А вот у нас тут помидорки спеют. Первые. Вот февральского посева была рассада. Вот они сейчас растут у меня здесь.
Здесь вот все, что не влезло в землю. Тут траншея у нас технологическая, в нее все поставили. Розочки уже практически отцвели. Первая волна прошла. Осталось единичные бутоны. Цветут. Вернее, пытаются расцвести. Ну вот, будем подкармливать их, чтобы следующая волна цветения была более пышной. Посмотрим, как на них подействует подкормка. Здесь вот у нас лаватера, лилии. В огороде все растет, слава богу. Гладиолусы. Вот здесь ячейки тоже посажены гладиолусы, я их еще не полола. Но ячейки вот под дождями, они уже раскисли, они уже, вот видите, они уже как бы уже свою роль не играют, только остались одни макушки от них. А в земле уже все сопрело, потому что дожди, дожди, дожди. Нынче с мая месяца идут дожди. И весь июнь практически. Было, неделю, наверное, в июле жарко так, с перерывами. 3 дня жарко, потом неделю дождь. Ну, вот так вот все растет у нас. Здесь по краю насеялись на катки календула. Сама посеялась, я половину выдрала. На краях оставила немножко. Вот у нас цветет чубушник. Сейчас подойдем поближе. Аромат такой не передать. Это вот цинии рассадой высаженные. Вот он чубушник. Воткнули куст, был лишний, прикопали его временно. Ну, как говорится, временно прикопали, зато теперь растет и цветет. Вот, нынче тля его заедала, пришлось обрабатывать. Мураши бегали, тлю разносили. Здесь у нас ромашки, мак голостебельный и анютины глазки, одичавшие практически. Вот жимолость. Немножко ягодок на ней завязалась. Фу. Комары съели. Много комаров нынче, потому что сырость. Вот здесь вот капусту прополола. Вся трава стоит зеленая, потому что дождем ее тут же отливает. Это тяпкой была срубленная трава, стоит вся веселенькая, зелененькая, хоть бы хные. Если сразу ее не вытащишь, не уберешь с огорода, так и будет зеленеть, придется снова полоть. Вот такая у нас нынче история идет. Вот децентра великолепная. Еще доцветает. Уже цветет месяц. Где-то, наверное, с середины мая. И вот по сию пору кустик цветет и цветет. Все какие-то новые веточки распускают, цветочки. Здесь у нас клумбочки. На них вернее, рядом с ними насеялась анюток моря. Вот это снежок набирает цвет. Это тысячелистник такой. Тут, пожалуйста, лапчатка цветет. Кустик. Вот ленок зацветает голубенькими цветочками. Дождем его намочила. Он висит себе. Здесь у нас анютины глазки сортовые, грандифлора. Вот они. Это вот красивенькая такая. А эту дождем захлюпала. А вот еще какая есть. Давай посмотрим, вот он какой красивый цветочек у нее. Ну, вот тут заросли опять надо все полоть. Вот хосточка. Это вот хорошо перезимовала. А вот на той клумбе 3 хосты пропало. И пропало 3 астильбы. Это вот у нас так называемый низкорослый ирис, который вырос вот такой высокий. Сантиметров, наверное, 60-70.
Вот какой он. Цветет. Везде малина начала вылазить, надо все полоть. Так, тут вот такая хостла с закрученными листиками. Красивая тоже. С белыми серединками. Это цветет гипсофила многолетняя. Так, а здесь у нас очеток. Будет цвести красивыми малиновыми цветами. Вот. Здесь у нас клумбочка искан. Вокруг посажены флоксы, шафранчики. Вон даже лаватера есть одна. Ну вот все мокрое, видите, после дождя такое вот. Вот такой вот еще шафранчик. О, кошка пришла на пенек. Опять кушать хочет. Придется идти домой, доставать ей корм. Она на пенечке все время у нас обедает. Вот просит, говорит, мяу. Так. Сейчас мы паузу сделаем. Ну вот. Кошке корму принесли. Выпросила соседская кошка, ходит к нам обедать и ужинать. Иногда завтракать. Так, вот здесь у нас тоже чубушник. Это уже большой куст. Ему уже много лет. А это рядом орех-фундук. Вот он плодоносит у нас. Иногда собираем с него орешки съедобные вполне, только мелковатые. Вот. А тут вот у нас стена из винограда девичьего. Вьющаяся. Чубушник ароматный такой. Вкусно так пахнет. Тоже у нас шафранчик. Гипсофила. А вот у нас скоро зацветет спирея розовая. Вот она нынче пышненько будет цвести. А вот тот кустик спиреи желтенький почему-то плохо перезимовал. Так, здесь у нас красавицы петунии. Вот они какие красивые. В горшочках стоят. Глаз радует. Петунии. Цвет, конечно, камера передает ярко-синий. На самом деле петуния фиолетовая. Это вот красная. Это вот малиновая с полосочками. Вот красивые петуньки. Здесь бадан у нас растет. А, кошка пообедала и побежала. А здесь у нас пиончик цветет белый. Вестива массима. Вот он какой дождем намоченный, мокрый весь. Водосборчик весь мокрый. И виноград тоже девичий мокрый. Вот стенка из винограда у нас. Вот орех. В вечернем освещении. Сейчас солнце закатывается. И на закате вот такой у нас орех. Большой вырос. 2,5 метра. Здесь чубушник. Ну и крапива, как же без нее. Вот они, цветочки такие у чубушника. Интересные. И пахнут. Здесь у нас астильба. Это астильбе много лет, она розовая. Разрослась, вон какой куст большой стал. Рядом папоротники тоже разрослись. И лилейник. Вот листья длинные, узкие лилейника. Там вот опять очеток. Тут в теньке тоже будет цвести. Это тысячелистник желтый. Вот такой у нас садик. Дождик ничего делать не дает нам.
Все мокрое. Вот фиолетовый водосбор. Пересадили, с дачи привезли его. Еще плохо принялся. Ну, канны с красновато-коричневыми листьями и с зелеными. Скоро здесь будет красиво, зацветут фоксы. Вот они по краям посажены. Комары меня едят. Ну все, пожалуй, весь обзор у нас закончен. Будьте все здоровы. Всем приятных выходных.